Здравствуйте, мои замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Доброго всем времени суток. Спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши подписки, за ваши лайки. Огромная благодарность за ваши комментарии, за то, что делитесь своим сокровенным, своими историями. Благодаря этим историям мы, может быть, сможем избежать каких-то роковых ошибок. Да? И для меня это важно, интересно, и для девочек, подписчиц. Иногда важно на себя со стороны посмотреть, да, когда ты в какой-то ситуации, ты трезво не можешь себя оценить, а тут со стороны посмотришь и думаешь, да, я была в шаге, в миллиметре от того, чтобы совершить такую же роковую какую-то ошибку. Спасибо. Спасибо за то, что делитесь своим опытом. Тема сегодняшнего расклада. Чем ты бесишь врагов? Чем таким наделили тебя высшие силы? Для начала я делаю вашу сигнификацию, девочки. Если резонирует, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Подумайте о себе. Улыбнитесь, какая вы. Если во время сигнификации похоже не на вас, а на вашу подругу, значит есть шанс посоветовать ей посмотреть это видео. Может, оно будет ей интересно, полезно. Как минимум поднимет настроение. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Какая девочка с красивыми глазами, да? Ну ладно, не буду говорить вот это. Ух ты, ё-моё, прям чуть не сказала. Девочка. Кто-то ожидает ребеночка. Или очень хотел бы ребеночка. Ну ладно, это не суть, не сюда. Сейчас доложу. Какая принцесса пришла на расклад? Какая вы? Такие карты сегодня странные какие-то. Не совсем стандартная какая-то сигнификация. Или какие-то девочки новые появились на канале, или энергии меняются. Нестандартно, сразу говорю. Так. Так. Какие-то карты, повторюсь, сегодня странные на вашу сигнификацию. Показана у меня так, девушка, которая... Ну, тут карта беременная. Ну, вряд ли там все поголовно, которые смотрят девочки в положении. Тут чуть-чуть другое сочетание беременная дьявола. Девочки, как будто бы вы сейчас, может быть, находитесь в каком-то таком состоянии. Причем карта связанные руки, привязаны. Какие-то обстоятельства, у кого-то какие-то ограничения, у кого-то даже какие-то могут быть пороки, не знаю, пороки, не пороки. Зависимости даже у кого-то могут быть. И как будто бы вы в полной мере отдаете себе отчет. У вас это в жизни сейчас, да, вам бы хотелось как-то тут по карте этот компас выйти из трудной ситуации, в которую вы попали. А по факту у вас сейчас как будто бы вы все больше и больше в этой какой-то ситуации как увязаете. Тут карта тучи сгущаются. Вам бы так хотелось, карта воздержания, чтобы этого не было. Хотелось бы избежать, как будто бы найти пути решения из какой-то, сложившейся тяжелой ситуации. Ваша карта. Ограничения в вашей жизни, тут связанные ручки, могут быть объективные какие-то ограничения, да. То есть вы хотели бы, может быть, улучшить свою жизнь во что-то новое, может быть, там, окунуться с головой, рискнуть чем-то, заняться. Но тут как будто бы эти ограничения где-то не дают вам в полной мере так раскрыться или так как-то выстроить свою жизнь, как вам хотелось бы. Опять-таки, такое ощущение, как будто бы тут, сейчас я спрошу, это вы, конечно, можете всячески, тут карта глазик, это как будто бы пытаться подглядеть, может быть, информацию какую-то набираете, может быть, те же расклады Таро, как будто бы ищете выход из ситуации и подглядываете, но это вы. Но вы очень нуждаетесь в каком-то мудром совете, и как минимум в том, чтобы как будто бы вашу жизнь
То ли начать как с чистого листа, или какие-то шансы взять от жизни. Ну, вот как-то, ну, опять-таки, смотрите, какие-то интересные такие карты, говорящие о том, что где-то вы как заложник уже создавшейся какой-то ситуации. Объясню. Допустим, если там девочка замужем, маленькие детки, да, легко сказать, собирайся уходить, если тебя что-то не устраивает, да, объективно. Объективно, вот правда, да, ну, если квартира съемная, если недвижимость на мужа, на супруге, который не очень себя ведет, мягко говоря, да, если материально вы зависите от него. Я понимаю, при желании всегда, знаете, как тот, кто истинно хочет, он ищет пути решения. Тот, кто не особо хочет, отмазки ищет. Это я все понимаю. Но тут бывает иногда действительно какие-то ситуации такие, когда нужно 1000 раз подумать, может быть, совершить этот желанный поступок и там разойтись с супругом или как-то по-другому попытаться выстроить отношения. Но, может быть, обдумав это все сделать как-то экологично. Не в один момент, а может быть как-то, ну, сами понимаете, подстелив соломки, где-то, может быть, найдя уже какую-то съемную квартиру, найдя, может быть, какой-то даже средства к существованию, заработок какой-то, какую-то работу. Тут что-то такое, может быть, заручившись поддержкой друзей. Я вам говорю, что тут какая-то ситуация такая. Вот беременность, по идее, ну, девочка, логично, что это чем-то должно завершиться, да, в идеале рождением ребеночка. И тут какая-то такая ситуация, как будто бы вы можете за своей жизнью, за какой-то, еще раз повторюсь, ситуацию, в которую вы попали, как-то отстраненно, даже где-то вы смотрите, и вы понимаете объективно, ну, не вариант мне сейчас или выходить из этой ситуации. Ну, хочу выйти, хочу изменить свою жизнь, не хочу находиться в том, в чем я нахожусь. Но вот как будто бы надо еще то ли информации собрать, как это правильно сделать, с наименьшими потерями для себя, то ли как будто бы в новое во что-то пойти. Опять-таки же нужно собрать информацию для того, чтобы, ну, не махать шашкой и не совершать каких-то опрометчивых поступков. Тут какое-то такое вот. Тут показана мне карта безденежья, протянутая рука, и карта подчинения. И тут не обязательно в прямом смысле, что у вас материальные проблемы. У кого-то, понятно, хотелось бы уровень материальный повыше, нам всем этого хотелось бы. Ну, и карта подчинения, тут как будто бы, знаете, такой, как будто бы вы вынуждены находиться в тех условиях, в которых вы сейчас находитесь. 100% хотели бы улучшения, там, у кого-то жилищных, какого-то вопроса, у кого-то денежный, вот этот материалка, там еще взаимоотношения, это тоже касается. Но при этом идет карта вот подчинения, как будто бы ничего вы не можете сейчас как противостоять особо, изменить не можете. Ну, может быть, стараетесь даже, но не получается. Вообще показано по святой воде, как будто бы вот в создавшейся ситуации вам, по идее, нужно это все обнулить. И правда, как с чистого листа начать все, или по-новому, как выйти из какой-то, знаете, системы, из какой-то матрицы, как будто вообще по-иному попробовать это все. Может, перезагрузить что-то, у кого-то взаимоотношения, у кого-то перезагрузить отношения к самой себе, у кого-то какие-то родовые программки эти же, знаете, на одни и те же грабли, как наступаете, и не можете сами из этого выйти. Тут не пойму я, тут что-то какая-то такая ситуация у девочки. Так. Хотя спросить, хитрая лиса это вы, потому что надо сразу же точки над «и», да? Нельзя же считать всех, да, лисами плохими, а мы белые пушистые. Но я уточнила, хитрая лиса это не вы, вы марионетка. Вами какие-то хитрые лисы пытаются манипулировать, управлять, дергать за ниточки. Вы как куколка, которая пытаются какую-то игру втянуть или уже втянули. Так, что это за боль какая-то? Ну, это, скорее всего, это с вашей стороны какая-то боль. Отчасти боль, ну, это у кого-то морально, да, можете испытывать, эмоциональную такую боль, проживать как физически. Отчасти тут показано, может быть, чей-то эгоизм, а где-то
Тут карта Солнца и ваша карта Огонь. Это действительно вот можете как-то в какой-то затруднительной такой ситуации быть. И хочется кричать, и не понимаешь, как из этого всего выйти. Вот эта карта Компас, это говорит о том, что тут какой-то ворох каких-то проблем, как снежный ком. Они накапливаются, и вы понимаете, там чуть-чуть разгребла, а тут накрывает. Там может быть с работой более-менее что-то налаживается. Тут может быть личная жизнь накрывает проблему. Тут личная жизнь более-менее может помирилась, как-то отношения попыталась выстроить. Там здоровье, там родня, там еще что-то. Тут как будто это такое, даже не то, что темная полоса, нет, это как будто бы какие-то... Вот у меня такое ощущение, как будто бы, знаете, вот где-то закономерно то положение, в котором вы оказались, оно где-то закономерно. Если в личной жизни на что-то закрывали глаза, старались там воспринимать, ну, может, не у всех идеально, да, но ничего страшного, там где-то попускали, где-то давали шансы. Логично, что сейчас такие отношения, мягко говоря, не очень хорошие. Ну, как будто бы, ну, логично. По работе то же самое. Если там соглашались на какие-то форматы, рабочие какие-то варианты, которые, ну, знаете, много работы, маленький заработок. Ну, это я утрирую, ну, в принципе, да, вот что-то такое. Или планочку не повышали, не стремились к чему-то. Ну, сидели в какой-то типа зоне комфорта. В один момент может прийти такая ситуация, пришла в вашу жизнь, когда это вот эта зона комфорта, она может в один момент как пузырь лопнуть, да, как воздушный этот пузырь. И все трещит по швам, и все, и того желанного уже нет. А для нового, то, которое вы, допустим, боялись свою жизнь пустить, или даже не ходили там на какие курсы там, повышения квалификации, или не планочку себе не повышали, а этого нет на данный момент. А у кого-то уже есть этот уровень, эти какие-то квалификации, еще что-нибудь. Тут вот такой какой-то может быть вот такой нюанс. Как будто бы со всех сторон вам почему-то вот как кричат, и там показывают, подсвечивают, и там подсвечивают. Как будто то ли ну, какая-то закономерность. Если бы там приложила больше усилий, может быть, там бы как-то лучше было бы. Если бы там где-то по-другому себя повела в личной жизни, то, соответственно, другой бы был бы результат. Никого не упрекаю, просто тут такая какая-то картина такая показана. Где-то еще показана ваша боль. Почему? Потому что в карте Солнца это же как ребенок еще. Где-то ваша наивность, где-то даже недальновидность какая-то, детскость. Не буду употреблять это слово инфантильность, не любят на раскладах этого девочки. Но тут как детскость какая-то, я же говорю, где-то неприспособленность к жизни, где-то нужно было быть хитрее для того, чтобы в свою очередь не быть теперь в роли этой марионетки, для того, чтобы вы не стали добычей этих хитрых лис. Как будто как-то так, девочки. Вот какая-то такая странная мне сегодня сигнификация. Девочки, если у вас она резонирует, смотрим. Девочки, на несколько секунд отвлеку ваше внимание. Если вам нравятся мои расклады, и вы считаете, что моя работа достойна минимального вашего внимания, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк, не стесняйтесь, напишите отзыв, я буду вам очень-очень благодарна. Спасибо. Так, давайте для начала хочу посмотреть, чем наделили вас высшие силы. И второе, чем вы бесите врагов. Чем наделили вас высшие силы таким? Чем бесите врагов? Наделили вас высшие силы. Чем бесите врагов? Чем наделили высшие силы вас? Чем вы бесите врагов? Чем наделили вас высшие силы? Чем вы бесите врагов?
наделили вас высшие силы? Чем вы бесите врагов? Смотрим, чем таким наделили вас высшие силы? Знаете, мне так идет вот так как-то первое впечатление. Так вот на вас со стороны посмотришь, может быть, женщина внешне, сразу многие, особенно женщины, оценивают по внешности, да. Женщина прекрасна, женщина внешние данные, умение себя преподнести, сделать акцент на каких-то там нюансах во внешности, да, ваши преимущества подчеркнуть, скажем так. Наделили высшие силы. Вот так вот сразу смотришь, красивая картинка, женщина как подарок. В принципе, с вами пообщаешься, с интеллектом, думаю, все в порядке. Смотришь, как конфета, классная, красивая женщина. По идее, все должно быть у этой женщины. Так вот, даже мы иногда смотрим и оцениваем высоко там женщины, мужчину, да, любого человека. Тут и внешние же, повторюсь, какие-то данные, и в принципе как-то с вами интересно. По этой карте мне так считывается, как глубина, есть о чем поговорить, есть о чем поспорить даже. Так, ладно, но вот тут вот дальше наделили вас высшие силы, как будто бы изначально все хорошо. Дальше идет карта компас солнца. По идее, как будто бы, ну, так, наверное, некрасиво скажу, как будто бы задача ваша всего лишь вот какие-то как настроечки. Уже вот как будто бы вас наделили высшей силой, вам дали это. Папа с мамой, генетика, все хорошо, может быть, какие-то условия развития, все нормально, не было, может быть, никаких там, ну, прям, знаете, таких каких-то трагических каких-то событий. Ну, не буду так сюда это, конечно, говорить, но как будто бы нужно было просто развивать то, что заложено. Вот уже по карте Солнца. Все вроде бы как дороги должны были раскрыться. Но тут где-то, повторюсь, я эту карту Солнца хочу тут считать так, как будто бы женщина могла где-то пребывать в зоне комфорта, где-то, ну, как ребенок, где-то надеяться, может быть, на что? На то, что в ее жизнь придет мужчина, который изменит ее жизнь к лучшему, там, выйдет она замуж. Вот тут карты об этом говорящие. Карта ожидания, прям так вот тут нарисована на карте. Котик сидит, смотрит в окошечко, на мягкой подушечке сидит, и ожидание карта. В ожидании чего? В ожидании того, что, вот смотрите, карта свадьба, будет все как у людей, да, красиво все будет, все законный брак, ребеночек, карта ребенок. У кого-то ожидания как будто бы были, карта ребенок, карта медведь, как будто бы, что придет в ее жизнь не просто это будет мужчина, там, союз с ним, а мужчина по карте медведь это всегда тот, который вкладывается в отношения, материально вкладывается в том числе, где-то дарит подарки. Благодаря взаимодействию с этим мужчиной жизнь как будто бы должна была перейти на более высокий уровень, в том числе и материальный, закрыть какие-то ваши потребности, где-то закрыть ваши вот какие-то у вас там ожидания, желания. Вот тут как будто бы женщина была в ожидании этого всего. Вот тут вот как будто бы такое вот мне идет. По-другому я никак это не могу прочесть. Вот
почему-то мне так, вот какие-то вот как будто установки у вас были. Опять-таки, это не совсем как будто бы по теме расклада, но я должна это озвучить. Наделили вас высшие силы. Причем вот будто бы так даже со стороны посмотрите, многие скажут, да, она действительно вот достойна этого всего. Тут идеальная просто мамочка, невеста, жена. Вот, как будто бы действительно ей такой мужчина и нужен, который будет ее баловать, там где-то, может, какие-то, уже не знаю, там подарки те же самые дорогие, какие-то подарки. Тут такой подтекст, и тут материал, как будто бы вас дарить эти подарки, осыпать вас этими какими-то благами. Ну тут вот как-то так вот, я даже не знаю, почему оно так. Но тут идет дальше какой-то такой вот болезненный, дальше то ли урок, карта болезнь, смотрите. Влюбленные. Это история о чем? О том, что в вашей жизни может быть ну где-то даже ваше неумение выбирать партнера. Где-то вы слишком могли долго находиться в этом ожидании, как будто вы знаете, вот как писали черновик. А потом думали, вот придет этот мужчина, появится, и моя жизнь изменится в лучшую сторону. Тут говорят, как будто бы вы могли вот это время, потраченное на какие-то ожидания, я не говорю, что вы эту жизнь, как будто там какие-то там годы свои упустили. Нет, но как будто бы вы могли эту энергию направлять не на ожидания, не на подсознательное, какие-то сценарии там вы выстраивали, а вы могли жить на полную и в себя вкладывать, в свое, может быть, там развитие хобби, там какое-то, знаете, раскрытие потенциала. Тут почему-то мне идет тут болезненный урок от того, что по влюбленным мужчина мог то ли прийти в вашу жизнь, и он оказался не совсем тем. Да, как будто бы картинка какая-то, ну, то, что вы там в голове себе нарисовали, а она могла вот вообще вдребезги. Опять-таки, какие-то ваши ожидания, они могли, но они где-то могли быть настолько идеалистичные какие-то, знаете, настолько далеки от реальности эти ожидания, как иллюзия какая-то. Это могло, опять-таки, это все не воплотиться. Или если это воплотилось, это могло, знаете, не в полной мере воплотиться. Опять-таки, у кого-то тут ожидание все-таки большое такое, как будто бы девочки хотели по карте якорь стабильности материальной, а мужчина не смог вам дать этого в полной мере. Опять-таки, как по святой воде, хотелось бы какую-то как ситуацию то ли переиграть, то ли вы как будто бы понимаете уже, что ну, тут какие-то форматы, которые вы возлагали, то, что вы себе, ну, вернее, рисовали в голове, вот как будто бы возлагали надежды на какие-то форматы, на какого-то мужчину, как будто бы это все, как это сказать, не жизнеспособны эти форматы. То ли вы столкнулись опять-таки с тем, что у всего есть обратная сторона, а вы не были к этому готовы. То ли действительно неумение выбирать какого-то партнера, то ли желание, вот встретились с каким-то партнером, да, с мужчинами, тут почему-то это подсвечивают. И вы даже не в полной мере были уверены, что этот человек обладает теми качествами, которые вы себе там напридумывали где-то, хотели, вот увидели, принимали желаемое за действительное. Понимаете, тут такой подтекст еще есть. Опять-таки, наделили вас высшие силы, вас по карте Солнца яркостью наделили, яркой, сама по себе яркая, привлекательная, красивая, солнечная, жизнерадостная, оптимизм сюда, все умение где-то наполнять энергией вообще всех, вдохновлять. Но тут говорят, что вы еще, знаете, вы такой какой-то лакомый кусочек, вокруг вас, может быть, длительное время такое происходило. Как будто бы были люди, вот тут как карта охота, тут этот ягненочек, и тут какой-то змей, искуситель, и тут как охота на вас шла. Знаете, и вы где-то, может быть, отчасти даже, ну не буду говорить, там вы провоцировали эту охоту, нет, но где-то вот ваша яркость, ваша привлекательность, это понятно, как будто бы вот желание вас заполучить. Тут было у многих мужчин. Подобрать к вам какие-то ключики.
Но опять-таки, вполне возможно, эти мужчины, которые старались вас вот заполучить, это, скорее всего, мне показано, вы надеялись, что это будет формат серьезных отношений по карте кольцо, а тут, скорее всего, мог проходить такой формат, в принципе, как будто мужчина получил сатисфакцию, самоутвердился и все. Где-то как герой-любовник, где-то какая-то история такая, пока мужчина искал к вам подход, как-то там добивался, это, может быть, был один формат, это было интересно. Потом это, может быть, плавно как переросло во что-то совсем другое, то, что и вас уже не устраивало. А в серьезное так и не перешло. Ну, вот как-то так. Причем по карте воин показано мне такой типаж мужчин, которые могут разрушать, не созидать отношения, не выстраивать их на долгую. Вот так вот охотник, добыча, поигрались, да, как будто бы какие-то эти любовные игры, какие-то такие вот, тут такое что-то. Как мужчина самоутверждается, вот охотник, да, вот такой вот. Ну, еще раз повторюсь, вы действительно как достойный объект где-то восхищения, где-то по карте солнышко, знаете, женщина, с которой рядом всегда комфортно, женщина, которая является для многих вот таким вот лакомым кусочком этой желанной добычи, вот такой вот. Так, наделили вас высшие силы. Ну вот первое, вот вообще вот как подарок женщина, подарок небес. Тут карта солнца. Тут по этой карте, знаете, тут еще как конкуренцию можно прочесть для многих мужчин, если они видят, что на эту женщину обращают внимание, там, один, второй, третий, а эта женщина отдала предпочтение мне, то как будто бы можно тут и ключики к этой женщине подобрать, постараться, да, как бы заполучить ее как желанный трофей. Ну, может, некрасиво скажу. При всем при этом мне идет такое же, говорю, ощущение, как будто бы у вас, ваша картина мира, тут ваши как будто вот ожидания. Собственно, я не вижу, вы тут что-то плохого ожидали. Тут как стандартный какой-то набор, да, ну, как у всех у нас, как и у меня тоже в свое время. Ожидание, да, что придет в мою жизнь, появится какой-то мужчина, которого я полюблю, с которым будет свадьба, может быть, какая-то пышная, красивая, какие-то, не знаю, там, красивые букеты, красивое платье, не знаю, что-то такое, тут ребеночек. Карта медведь, мужчина будет нести ответственность. Ничего плохого тут такого нет, по большому счету, да. Но почему-то мне идет, как будто бы ваше ожидание это одно, но вы слишком как будто бы делали большую на это ставку, акцент на это делали. И где-то тут я не вижу, при том, что карта солнца, по идее, это даже как... Ну, это человек, которому не особо в тени будет. То есть по солнышку, я думаю, для вас привычно внимание. Не просто мужчина, в принципе, может быть, в коллективе где-то. По идее, вы должны были, так вот по карте солнца, то расти, развиваться как личность, где-то, может, карьеру строить, где-то там какие-то планы, проекты. А тут как будто бы настолько сделан акцент большой, какой-то перекос. Личная жизнь могла перекрыть вам на время, как вашу реализацию, да, как будто бы, как глазки даже завязаны, как будто бы где-то не было, может, даже амбиций каких-то, как ставку на личную жизнь сделали, большущую тут. Но я по-другому не могу это никак прочесть. Как-то мне так читается. Почему-то так мне читается. И где-то даже ключ вот этого всего, вот ключ, как будто бы вот, если разобраться в этом всем, то 100% как будто бы станешь мудрее. Будто бы вот сопоставив это все, может, даже, знаете, поддались. Вот, внешняя привлекательность, харизма, ощущение, по-любому, если тут за вас мужчины могли бороться, да, мужчина, повторюсь еще, для мужчин вы лакомый этот кусочек. Тут вы могли ощутить еще свою вот эту манкость, свою силу.
там женская красота, привлекательность, харизма, тут по солнышку энергетика. Вы могли в моменте это все ощутить, то, как вы влияете на мужчин, как мужчины там плавятся как воск, да, под вашим взглядом, там, под вашей улыбкой. Но как-то тут такое еще, как будто бы кто-то из девочек вот в полной мере вот кайфовал, да, но при этом тут понятно, вы хотели серьезных отношений. Но мне идет такое, как будто бы красота, молодость, наполненность энергетическая. Это же все проходит, девочки. Тут как будто бы самое время подумать о собственной реализации, как-то так, о каких-то своих талантах, способностях. У кого-то, пафосно скажу, предназначение своем. Ну, у кого-то карьера. Ну, тут стабильность. О себе пора подумать. Не в связке с кем-то, а как о себе именно. Так. Чем вы бесите врагов? Ух ты, как интересно. Тем, что у вас куча планов, по мнению этих врагов, не один даже какой-то план, какие-то проекты, планы, может быть, новые какие-то там, уж не знаю, сейчас у вас, да, судя по тем картам, которые я видела, если в свое время у вас был перекос в сторону там, да, такое выражение, я сама когда-то этим грешила, ну, не знаю, я так искренне верила. Самое главное удачно выйти замуж. И это не совсем не в тот формат материалки, да, а удачно в том плане, что тебе комфортно быть с этим человеком. И для тебя вот мой дом, моя крепость, моя семья. Ну, тут, ладно, не буду сюда. В общем, как будто бы тут у вас могла какая-то ситуация такая быть, что в свое время, если у вас не хватало энергии там карьеру построить, где-то реализоваться, где-то как-то пойти, же говорю, раскрыть собственный потенциал, то сейчас ваши враги, они видят вашу тут какую-то тут, не знаю, как это сказать, какое-то ваше желание, где-то один проект какой-то, второй, какие-то планы вы выстраиваете. При этом бесите врагов тем, что как будто бы высшие силы вам покровительствуют. Может быть, тут карта счастья. Где-то вы, даже если и не достигаете желаемого в полной мере, то вы все равно умеете радоваться тому, что у вас есть, как в моменте, кайфовать. Вот как будто искренне, как будто женщина счастлива. Так, давайте дальше посмотрим. Чем бесите врагов? Почему-то мне идет по этим картам такое ощущение, вы бесите врагов тем, что вот тут как будто бы 100% человек уверен в том, что вы не на стороне зла, да, вы как покровительство высших сил, вы на стороне добра, плюс яркость жизни, умеете вот радоваться этой жизни, а при этом, если в отношении вас кто-то старается как-то токсично себя вести, 100% за вас прилетает этому человеку. Ну, из той серии, да, что-то там он вам нахамил, гадость какую-то сделал, вы там... А вы, может быть, даже особо и не отреагировали. Вы улыбнулись и там у виска покрутили, и развернулись и пошли дальше. Он вам даже день не испортил. Ни день, ни секунду он вам не испортил. А на следующий день там у этого человека, уже не знаю, хотела сказать, это ветрянка, да? Ну ладно, я не знаю, девочки, ну может быть там проблемы какие-то. Как будто бы высшие силы за вас прям мстят. Вот тут я не знаю даже. И многие считают, кстати, у вас магические способности какие-то, как будто бы вы можете применять их даже особо. Кто-то думает, что особо даже не стараясь, но у вас так получается, вот так вот как-то. Вот в прямом смысле за вас как будто бы будет такой прилет. Тут потом 1000 раз подумаешь против вас что-то там творить, вытворять. Так, чем бесите врагов?
М. Смотрите, лишний раз уточнила. Тут лиса. Я спросила, это вы хитрая лиса? Нет, это вы не хитрая лиса. Вы наоборот уже держите оборону. И вы уже как будто бы знаете все многоходовочки, знаете, где соломки подстелить, знаете, как противостоять этим людям. Может, они только там планируют что-то, а вы уже, да, делаете какие-то превентивные меры, да, идете на опережение. Потому что я уточнила, на них это карта змея, да, это хитрость, обманы, подлость, это все сюда, какие-то, ну, нехорошие очень, мягко говоря, поступки. И как будто бы вы при этом не переходите, знаете, где-то на личности, не выясняете отношения, не становитесь с ними как знаете, на их уровень, да, не переходите. Вот как-то так мне идет. Карта мечта — это где-то женщина, которая идет за своей мечтой. Как бы там ни было, вот эти вот, какие-то эти планы, проекты, вы все равно, вот если одно не получается, вы второе что-то там начинаете придумывать. Причем женщина, которая, у них 100% есть уверенность в том, что вы дойдете до своей этой мечты, поставленной цели. Так. Так интересно. В двух словах я вот это расскажу все, потому что я тут вытащила карты. Тут как будто бы вас особо даже, с одной стороны, они могут где-то даже кто-то пытаться с вами типа подружиться, какие-то могут вам даже какие-то у кого-то контракты предлагать, какие-то, знаете, выгодные предложения делать, у кого-то элементарно стараться как прощупать вас на меркантильность, где-то искушать вас чем-то. Может быть, опять предлагать вам какие-то форматы, там, или в бизнесе, да, работа, или в дружбе, типа дружба, да, как-то так вот, как будто бы вам, по идее, оно должно быть выгодно, но вы их как будто бы вовремя, то ли удается вам их раскусить, вот их истинную сущность. Карта защита. Вы защищаетесь, то ли вы как-то их обезвреживаете. Тут они и так пытаются к вам как-то подойти, вот нащупать у вас какую-то брешь, где-то слабое место. А они сталкиваются с тем, что ну по-любому должна тут она, то ли, знаете, слово такое, повестись, да, на какую-то провокацию. А нет, у вас тут защита. То ли вы их чем-то обезоруживаете своим каким-то таким поведением, вообще нестандартным. То есть, ну, что-то тут такое идет. Ну, тут желающих, кстати, вокруг вас много. Людей, которые хитрят, провоцируют. Где-то вот даже материалка могут аккуратно вам тоже предлагать какие-то такие моменты в сотрудничестве. Смотрите, потом чревато будет. Да, это сотрудничество может вылезть боком. Но я и так вижу, что вы это все понимаете, вы защищаетесь от этого всего, как будто бы вы в этой броне к вам не подобраться. Ну, вот этим бесите. Еще тут как будто бы у вас в жизни могут быть какие-то ситуации, как у любого из нас, да, вот тут прям карта крест и затмение. Это как, правда, ощущение, как тяжелые, какие-то период тяжелый какой-то, как со всех сторон. Вот. И там прилетает, и там будто бы вот. И карта затмения говорит о том, что дословно, да, перед рассветом мгла наиболее сильно сгущается, да, что-то из этой серии, как будто бы самое темное время суток перед рассветом. Вот тут у вас такой может быть период, периодически такое бывает, накрывает. Будто бы думаете, блин, да вот и там в личной, там, в эмоциональной, чувственной сфере проблемы, да, в личной жизни, там и в работе, повторюсь, и там, да что же это такое, да что же это за напасть такая. И тут говорят, тут как тяжелая ноша. Но опять-таки тут попытки даже в таком состоянии, в каком-то уязвленном, такого, как будто бы в этот момент можете действительно быть очень легкой добычей где-то. Но вы эту тяжелую ношу, то, в чем вы оказались, вы это тащите. И на какие-то попытки вами манипулировать, ну, мне такое
будто бы идут попытки тут к вам ключики подобрать. Но не получается у людей. А желание у людей есть подчинить вас, где-то сделать так, чтобы вы чувствовали себя униженной, где-то обесценить. Вот тут такое есть. Но мне такое идет по этим картам, как будто бы вы все равно то ли считываете все это, то ли делаете какой-то в последний момент такой какой-то ход, многоходовочки какие-то. Тут карта развилка, вот они ожидают, вы поступите там, ну, по одному сценарию, так как-то вы проявитесь, а вы абсолютно по-другому, вы ломаете их картину мира, восприятие вас вот такое, где-то вы постоянно удивляете, шокируете даже. Потому что карта подарочек, они ждут одного какого-то исхода, да, ситуации, а тут вот видите, подарочек, из этого подарочка этот клоун выскакивает, нежданчик, тут как будто человек, они офигевают. Я думаю, блин, да что ж такое, что она так странно себя повела, как чувствует там где-то или какие-то. Ну и в любом случае последняя карта показана о том, что вы идете вот вверх по лестнице. У вас как будто бы своя жизнь, вообще где-то вы не обращаете внимания на них, у вас свое видение этой своей жизни. У кого-то вообще вы даже не замечаете вот этих многоходовочек вокруг вас. Вам как будто бы это даже не интересно. Это какая-то мышиная возня за вашей спиной. Это тоже бесит, это тоже подбешивает, потому что люди тут стараются, прикладывают усилия, чтобы вас то ли заполучить, типа в друзья, типа как марионеточку, да, вами манипулировать, дергать за ниточки, а вы даже как-то не обращайте на это внимания. Это бесит людей. Ладно, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы были со мной. До новых встреч!